Эта удивительная история произошла в Африке. Молодой жираф подбежал к одинокому дереву, которое было еще не тронуто остальным стадом. Радуясь своей удаче, он вдруг понял, почему остальные взрослые жирафы не подходили сюда. Здесь явно прослеживались следы человека, а людей жираф боялся. Люди часто наблюдали за стадом издали, считали жирафов, рассматривали в бинокль, фотографировали. А если пытались приблизиться, животные уходили от контакта. Молодому зверю хотелось хорошенько обнюхать странных двуногих, а может даже лизнуть на пробу. Конечно, жирафы исключительно травоядные, но все же любопытство никто не отменял. Старая покрышка стояла, прислоненная к дереву. Жираф с интересом обнюхал черную поверхность. Она пахла неприятно, но все же притягивала внимание. Зверь просунул голову в отверстие, чтобы посмотреть, что находится внутри. Однако на той стороне был всего лишь ствол дерева. Жираф дернул головой вверх, чтобы избежать столкновения с корой. Он с удивлением почувствовал, как покрышка хлопнула его за ушами. Зверь торопливо нагнулся, пытаясь вылезти из ловушки, но шина зацепилась за рожки и не падала на землю. Когда животное резко подняло шею вверх, покрышка соскользнула по шерсти ниже и упала на плечи. Чтобы освободиться от странной штуки, жираф принялся вертеться на месте и дергать шеей, но шина только прокручивалась вокруг тела по плечам и никуда не собиралась деваться. Животное устало от бесплодных попыток. Вдалеке послышался зов, стадо уходило из этих мест дальше. Зверь навострил уши, отставать от всех он не хотел, поэтому поспешно двинулся в сторону стада. Жираф упорно следовал за стадом и вел себя как обычно. Зверь не оставлял попыток снять покрышку, он тряс головой, опускал и поднимал шею, чесался о кору дерева, ломился сквозь крону в надежде, что ветки собьют шину на землю. Но ничего не помогало. Сначала резина противно скользила туда-сюда по длинной шее. Стоило ее только нагнуть, покрышка была достаточно тяжелой, чтобы вызвать дискомфорт. Она больно хлопала по плечам, когда падала, и давила на рожки с ушами, соскальзывая вниз. На водопое неприятная острая двойная кромка внутреннего радиуса покрышки прижимала гриву и царапала шкуру, когда резина прокручивалась вокруг шеи. Зверь испытывал болезненные ощущения. Шина все больше терлась об одни и те же места. С каждым днем все больше стиралась и выпадала шерсть, оставляя проплешины на гриве. Это не было заметно со стороны, ведь темная полоска резины надежно прикрывала облезлые места от чужих глаз. Когда закончилась шерсть, пришло время шкуры. Сначала кожа в местах трения покраснела. Через несколько дней начала неприятно пощипывать, а к концу месяца болела без остановки. Жираф на какое-то время смирился с украшением на шее и не пытался его снять. Но боль отрезвила зверя. Он снова принялся изгибаться в попытке избавиться от инородного предмета, но только сильнее натирал кожу. Костя грезил Африкой с малых лет. По окончанию университета парень поехал в тур по африканскому континенту без надоедливых туристов. Ему нашли сопровождающих, транспорт, личного экскурсовода, и приключения начались. Косте не были интересны города. Он хотел удовлетворить свою детскую мечту, увидеть большую пятерку и познакомиться с аборигенами. Машина ездила по незаметным дорогам от одного племени к другому. Костя уже видел львов, слонов, носорогов и буйволов. Осталось найти леопардов, и мечта будет исполнена. Парень ехал в очередной заповедный уголок, где ему пообещали показать больших пятнистых кошек. Внезапно в стороне от дороги показались длинные шеи жирафов. Костя уже видел их, даже останавливался на пару дней в отеле, по территории которого свободно разгуливали молодые звери. Но вопреки убеждению парня, что жирафы одинаковые, ему рассказали о 9 разных видах. Поэтому, заметив на горизонте гигантов, Костя тут же схватился за бинокль. Стадо медленно переходило от дерева к дереву, постепенно переставляя ноги. Зрелище завораживало. Водитель предложил подобраться немного ближе, чтобы туристу было лучше видно. Теперь Костя мог рассмотреть морды животных и пятна на их шкуре.
Он переводил бинокль с одного зверя на другого, пока не заметил нечто странное. На шее одного из жирафов оказалась автомобильная покрышка. Парень сказал об этом сопровождающим, но те равнодушно пожали плечами. Им платили за перевозку, а не за заботу о животных. Костя же во что бы то ни стало решил спасти жирафа. Он отменил запланированную поездку в очередную деревню и настоял на поездке к рейнджерам. Территория, где проходило стадо, не относилась к заповеднику, но неподалеку был национальный парк, куда и направился автомобиль. Рейнджеры ситуацию восприняли серьезно. Костя напросился сопровождать их, и уже через час трясся в старом грузовике по бездорожью. Координаты стада парень не запомнил, его сопровождающие приблизительно объяснили, куда ехать. Однако то ли жирафы уже ушли, то ли они ошиблись с местом, но стада нигде не было. Рейнджеры петляли между деревьев, внимательно всматриваясь в местность вокруг. На ночь остановились прямо посреди саванны. Сидя у костра под яркими звездами, Костя поймал себя на мысли, что совершенно не расстроен неудачными поисками. Словно подарком за напрасные усилия, неподалеку раздалось тихое рычание. Рейнджеры насторожились и показали куда-то в темноту. К своему восторгу Костя увидел леопарда. Теперь мечта осуществилась с большой пятеркой. Посчитав встречу хорошим знаком, парень лег спать. Наутро его разбудили возбужденные крики. Неподалеку плавно и важно двигалось стадо жирафов. Люди внимательно всматривались в зверей и вскоре обнаружили несчастного с шиной на шее. О том, чтобы подойти и снять покрышку с животного, не могло быть и речи. Жирафы были очень пугливы и метко били копытами в голову хищникам, убивая нападавших. Людям не хотелось погибать, поэтому пришлось доставать ветеринарное ружье, в ход пошло снотворное. Дротик плотно вошел в шкуру, впрыскивая в кровь порцию препарата. Стадо всполошилось и убежало прочь. Жираф с покрышкой последовал за всеми, но с каждым метром у него было все меньше сил бежать. Зверь перешел на шаг, ноги стали заплетаться, а веки тяжело опускались, закрывая глаза. Наконец жираф тяжело опустился на землю, а голова рухнула прямо в куст. Люди сначала преследовали животное на автомобиле, затем оставили транспорт и осторожно подошли ближе. Как только жираф рухнул, рейнджеры кинулись к нему. Они тихо приблизились, проверяя, спит ли зверь. Животное не реагировало на окружающую обстановку. Тут же вокруг жирафа развилась бурная деятельность, люди хотели аккуратно вытащить голову зверя из ловушки, но шина на шее сидела как влитая. Тогда рейнджеры с Костей принялись разрезать резину. Металлические провода отчаянно сопротивлялись лезвию. Мужчины со всей силы работали ножами, периодически сменяя друг друга. Постепенно покрышка начала поддаваться. Людям удалось полностью разрезать ее и снять. Перед взглядом животного тут же предстала ужасающая картина израненной шкуры. В некоторых местах раны кровоточили, в других запеклись и затянулись темной коркой. Рейнджеры тут же притащили огромную аптечку. Они обработали шею зверя антисептиками и прошлись заживляющими препаратами. На то, чтобы жираф самостоятельно приходил на ежедневную обработку раны, можно было не рассчитывать. Единственное, чем могли помочь люди, остановить кровотечение. Шину забрали с собой и отошли от животного подальше. Люди скрылись за деревьями, чтобы дождаться пробуждения зверя. Оставлять его одного было нельзя, из-за хищников. Никто бы не отказался без труда заполучить такую груду мяса. Ждать было скучно, но вот дернулись копыта, потом приподнялась голова. Зверь недоуменно обвел взглядом пространство вокруг. Люди тут же поспешили спрятаться за деревья. Жираф тяжело поднялся и с трудом переставлял ноги. Животное медленно побрело в сторону, где раньше скрылось стадо. Животному понадобилось несколько часов, чтобы окончательно прийти в себя. Сородичей он нагнал у водопоя. Опустив голову к воде, зверь с удивлением заметил, что ему ничего не мешает. И хотя на месте покрышки остались раны, которые немилосердно запеклись от солнечных лучей, жираф был счастлив. Друзья, если вам понравилась история, пожалуйста,
Подпишитесь на канал и оставьте комментарий. До свидания.